Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный, устойчивый шоколадный крем, который прекрасно держит форму, прекрасно подходит как для наполнения, так и для украшения им тортов, десертов, шапочек у капкейков, а также для выравнивания тортов. И это шоколадный белково-масляный крем на итальянской меренге. Крем со своими секретами, со своими особенностями. Его нужно уметь готовить, правильно температуру соблюдать. Я все покажу и расскажу в данном видео. Но в результате получается необыкновенно вкусный крем и бюджетный. Здесь 250 грамм сливочного масла, 82% жирности. Я его немножко размягчила в микроволновке, подогрела. Вот таким должно быть масло для взбивания. Здесь 50 грамм темного шоколада, 50% какао. Шоколад можно брать от 40 до 60% какао содержания. Я измельчила его ножом и сейчас отправляю разогреваться импульсами в микроволновку. И в это время я уже начинаю взбивать масло. Масло 82% жирности я взбиваю до очень хорошей пышности. Шоколад не до конца растопился, остались такие мелкие кусочки, и я перемешиваю его, и в процессе перемешивания он у меня растворится до конца. Масло я взбивала примерно 5 минут. Вот таким пышным и побелевшим оно должно стать в итоге. Сейчас в несколько приемов я добавляю шоколад в масло. Шоколад должен быть не горячее, чем 30 градусов Цельсия. Это уже самый предел его температуры, 30 градусов. 28-30 градусов Цельсия температура шоколада. Масса объединяется очень быстро. Теперь приготовим сироп. 200 грамм сахара и 80 грамм воды. Я ставлю сейчас сироп на плиту, на полный огонь. Здесь в миске 120 грамм белка куриных яиц. И я сейчас их также буду взбивать. Посуда должна быть полностью обезжирена для взбивания белков. Добавляю туда 8 грамм ванильного сахара. Вы же можете добавить немного ванильного экстракта туда. И жду сейчас, когда сироп закипит и прокипит буквально пару минут. И только тогда я начинаю взбивать белки. Раньше их взбивать нет смысла. Итак, начинаю взбивать белки. Когда сироп достигает 116 градусов Цельсия, я вливаю туда 1 чайную ложку лимонного сока свежевыжатого. Можно добавить на кончике чайной ложки лимонной кислоты сухой. 118-119 градусов достиг у меня сироп, и я тонкой струйкой с края вливаю его в белки. Миксер у меня на полном ходу работает. У меня маломощный миксер 240 Вт. Все то же самое можно делать, конечно же, и в планетарном миксере. Теперь я просто перехожу на стол, мне там удобнее взбивать. Здесь я просто для наглядности вам все это показывала вместе на плите. И взбиваю сейчас минут 7 эту всю белковую массу. Такими плотными должны стать белки, глянцевая меренга должна получиться, пики слегка подрагивающие. То есть не настолько плотный крем получается, как на украшение. И сейчас примерно по 2 столовых ложки я ввожу туда шоколадно-масляную смесь в белки. Белки, вот здесь очень важно, для соединения с маслом должны быть не более 28 градусов Цельсия, иначе масса будет очень жидкой сразу. Вот это очень частая ошибка в этом креме. Ввела я туда все масло с шоколадом в белки. Теперь перемешиваем все это с дна миски. Опять все это просто объединяю буквально за несколько секунд миксером. Вот такая масса у меня получается. Она еще очень подвижная. Меня не устраивает ее консистенция. И я убираю ее сейчас в холодильник. Обязательно этот крем нужно поставить сейчас в холодильник. 18,5 градусов она у меня стала, эта масса. Буквально минут 20 поставила в холодильнике. И вот сейчас крем взбивается идеально. Он будет идеально глянцевым и держать форму. Вот этот крем любит холодную температуру для взбивания. В этом его главный секрет. Вот такая вот пышная и в то же время очень устойчивая масса в итоге получается необыкновенно вкусная.
Здесь насадка у меня номер 336. Посмотрите, как идеально он держит форму, этот крем. Температурный режим в приготовлении этого крема очень важен. Для тех, кто не любит кремы на заварной основе с крахмалом, либо же кто не может кушать молоко, или, допустим, на сливках, кому не нравится или очень дорого кажется на сливках крема, вот этот крем, шоколадный белково-масляный крем, это просто идеальная замена всем другим шоколадным кремам. И им сразу же можно и наполнять пирожные, торты, капкейки, также украшать. Он прекрасно держит форму, этот крем. Сейчас я вам покажу, как он выравнивается на плоской поверхности. То есть им очень хорошо выравнивать торты. Видите, то есть он очень хорошо выравнивается. Я уж тут не стала торт целый вам показывать, но тут и так видно, этот крем прекрасно держит форму. Вот здесь насадка тюльпан. Даже вам покажу, как делаются тюльпаны из этого крема. Видите, какие идеальные сразу тюльпаны. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.